Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня начнем с самого острого и самого интересного вопроса, который волнует многих русских. Давайте посмотрим. Считаете, возможно ли новая волна мобилизации? Конечно, возможно. В такой ситуации, что происходит в стране. Украина усиливает свои возможности. Да и, считай, вся Европа против нас. Поэтому, как говорится, может быть, возможно. Списывают долги многим. Вот, наверное, таких больше всего коснется. Эффективна ли эта мера будет, если она будет вообще? Я думаю, нет. Нет? Нет. Это уже война идет не людей. Война беспилотников, роботов. Убивать-то будут людей, а люди-то неподготовленные. Если будут брать всех, конечно, это будут неподготовленные люди. Больше. Минимум надо полгода, чтобы обучить простого человека воевать, который не служил или не воевал до этого. Так что, не знаю, это если будет что-то уже серьезное, тут уже люди не помогут ничем. Стратегия Путина. Импортозамещение кадров. Голову меняет один дрон за 500 баксов. Электричество становится коллективным ресурсом. Снизу рычащий двигатель внутреннего сгорания, сверху спускающиеся из окон провода, удлинитель через балкон. Это не шум прибоя, симфония дизельных генераторов. Данный сюжет вышел в новостях на России вечерних, где они показывают новые реалии Крыма. Нужно привыкать. Здесь электричество выдают дозированно, как лекарство. Идет зарядка не только аккумуляторов, нервной системы. Связь с миром восстанавливается по капле. Мне кажется, связь с миром Россия потеряла уже давно. А мультики? Какие мультики? Света нет. Есть только фонарик от телефона. Макароны сварены впрок. Южный берег Крыма уже вторую неделю без электричества и горячей еды. На 8-й день в Массандру приезжает полевая кухня. Это мобильные комплексы на дровах. Никакого газа и электричества не нужно. Еда, приготовленная на открытом огне, пахнет дымком. Это вам не ресторан при винодельне с аргентинским грилем, а суровая правда жизни. Суровая правда жизни. Курорт 26-го года. Место шезлонга. Очередь за гречкой. Из полевой кухни запашком дымка. Каша из котелка – главное блюдо дня. А это Красноярск. Оказывается, там появился бензин и пропали очереди. Есть какие-то мысли? Кто же это мог там заехать такой? Неужели он самый, Владимир Владимирович, приехал? Это уже напоминает ближайшего и лучшего союзника России – Северная Корея. Один в один. Почему все молчат? Критическая обстановка. У нас... Как это молчат? Вон видели в Красноярске. Бензин есть, за заправках очередей нету. Нечем заправляться. В стране, мировой стране, которая добывает у нас нефть. Почему мы, люди, обычно страдаем? Мне кажется, в этой стране у каждого во дворе должна быть своя бензоколонка, с которой можно заправляться было бесплатно. Но путинское экономическое чудо, оно по-другому работает. Которые платят налоги, которые ходят на работу, которые пашут с утра до ночи. Почему у нас такая обстановка? Почему мы должны стоять по 3 часа в очереди? Объясните нам, народ, поднимайтесь. Чтобы поехать на работу. Чтобы поехать на ту же работу. Чтобы, а у людей кто-то ездит за 20, за 30, за 40 километров до работы. Поэтому обстановка очень критическая. Почему все молчат? Народ, вы почему молчите? Почему вы только за себя стоите? Почему вам интересно только за себя 3 часа отстоять в этих пробках? А вы что молчите? Будете ли вы голосовать на выборах в Госдуму в сентябре? Нет, не буду. Почему? А потому что нас облапошивают на каждом шагу. Одни аферисты там сидят. Вообще нет. Почему нет? Не верю в власть. Во власть. Не верите, что выборы пройдут честно и прозрачно? А кто бы не выиграл, мне кажется, ничего не изменится. Там выиграет только одна партия, Единая Россия, это партия Путина. Больше, в принципе, никаких результатов там не ожидается. Был один там оппозиционер, Надеждин. Так и тот уже в Франции сидит. Если смотрели, посмотрите мое предыдущее видео. Там есть от него привет. Будете голосовать за Единую Россию в сентябре на выборах? Нет. Почему?
По-моему, комментировать даже не надо. Если пойдете, поддержали бы вы партию, правящую Единую Россию? Вряд ли. Почему? Не сильно чего хорошего они делают для людей. Сложно вспомнить хорошее? Да. Ну как. Не приходит ни одного примера в голову. Какой у Единой России результат за 26 лет? Если смотреть в контексте вообще геополитического всего, то везде жопа. Вот этот парень очень глобально, кратко и правильно описал. Если честно. Куча мусора. Таблички пошли. Видите, опять захоронения какие-то. Ага, 17 сектор, квадрат 4. Среди говна, гля. Бутылок. Все фигни. О, январь пошел. Видишь, мы нашли кого-то. Вот видишь, написано БО. Это тут захоронены руки, ноги чьи-то. А чьи неизвестно. Биоотходы, как они говорят. Видишь, написано. Ты аккуратнее там не провались, ты сейчас стоишь, но очень... Сейчас как... Сейчас мы тебя прикопаем тут, Ян. Видишь, данные. И погнала мы. Своих не бросаем. Безымянных табличек с надписью «Био» натыкали. Выплаты платить не нужно, потерь нет, все хорошо, движуха. Сколько? Ай, мама вас будет в шоке. Моя. Главный герой, организатор вот этой всей движухи. А это Озон, конкурент Wildberries. На фоне того, как сегодня догорает там 15-й склад под Санкт-Петербургом, Озон начинает перемещать все свои товары, пункты выдачи и заказов. Посмотрите, как сейчас выглядят эти пункты выдачи, где должен быть нормальный проход. Все забито. Жесть. Как видим, путинское экономическое чудо. Движуха идет полным ходом. Все по плану. Прошу поддержать канал подпиской. Напишите комментарий. Поставьте лайк. Спасибо за просмотр и до скорых встреч.